Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать работу над нашим камином, а конкретно хочу рассказать то, как я решил выйти из положения, чтобы снять нагрузку с теплых полов. Значит, у нас здесь теплые полы под камином, поэтому при постройке камина, чтобы снизить нагрузку на пол, было принято решение установить трубу сэндвич. То есть сам камин, естественно, весь сделан из кирпича, как положено, а вверх сэндвич труба, обшита гипроком на металлическом каркасе. Гипрок, значит, я отгрунтовал. Штукатурю сейчас клеем. Штукатурю для чего? А штукатурю я его для того, чтобы я напилил вот таких горбушек. Это горбушки столетнего кирпича. Вот он у меня лежит здесь. Было потрачено куча времени. Напилено было порядка 40 штук горбушек с печатями. Практически все они разные. Ну, вот одна лопнула тут. Ну, это ладно, я так приклею. Практически все разные, но есть, конечно, и одинаковые. И горбушки обычного кирпича. Вот эти горбушечки. Все в оригинале. Отрезалась только оригинальная сторона, принципиально, чтобы старина вся сохранялась. Некоторые вот такие вот белесенькие, еще в извести. Все они потом начищались, намывались, каждая по отдельности с керхера. Также и клеймушки тоже намывались керхером. Времени было потрачено уйма. Вот этих еще не хватит. Эти еще пилить и пилить и пилить придется. Это куча времени, куча пыли. Потом мыть, намывать. И все это будет приклеиваться вот на этот гипрок, чтобы сымитировать кирпичную кладку. Собственно говоря, поэтому я и грунтую, точнее штукатурю гипрок, чтобы швы, которые будут между кирпичами, походили на оригинальные. То есть на самом камине они серые. Соответственно, здесь тоже хотелось, чтобы они были серыми. Вот. Значит, что значит? Сейчас приклеиваю сами горбушечки. Вот я их нанес здесь так. Тут по центру, здесь тоже будет по центру. Ну и с той стороны трубы тоже по центру будут горбушки. Потом будут в серединках здесь уже вклеиваться сами горбушки кирпичей, боковухи. Вот такая вот картина. Все это ради того, чтобы снизить нагрузку. Вот такой вот геморрой. Время сейчас 11:30, а моя работа продолжается. Кстати, если вы зайдете в интернет, то приятно удивитесь. Вот эти горбушечки стоят немалых денег. Но горбушки с клеймами стоят еще дороже. Я здесь был в Питере на днях, в Петрокрепости, и там такие горбушки продаются. Любой может зайти, там есть музей керамики, там в открытом доступе продажа таких горбушек. Ну и такая одна горбушечка стоит там от 550 рублей до 1000. Даже есть больше 1000. Так что вот так вот. Вот такой у нас оригинальный каминчик.
Потом он, естественно, будет покрываться лаком, немножечко еще помоется специальным средством для чистки кирпича. Но вот эта белесость, она оставлена специально, чтобы чувствовался дух старины. После нанесения лака, конечно же, камин оживет и оживет в разы. Итак, я буду продолжать. А вам удачи и до свидания. До скорых встреч. Пока.